Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. А я продолжаю сборку очень большой по размеру модели самолета Ан-225 Мрия в 144 масштабе. После окончания этого ролика я собрал воедино фюзеляж самолета и приклеил крыло. Но это по окончании, а поподробнее расскажу. Сначала решил убрать шероховатость фюзеляжа и сделать детали более гладкими. И вообще, эти 2 недели шпаклевку и наждачку из рук я не выпускал. Единственные 2 утяжные, которые я обнаружил в процессе сборки, это утяжные на нижней части фюзеляжа. Естественно, я убираю их при помощи шпаклевки. Сразу заметил, что убил расшивку вместе среза питателя. Сразу решил ее восстановить. Для этого взял толстый скотч для прямых линий. И скрайбер. Нетрудно догадаться, но он предназначен именно для нанесения расшивки. Чтобы модель не опрокидывалась на задницу после сборки, нужно в переднюю часть положить груз. По инструкции достаточно 20 грамм. Но положу чуть больше, на всякий случай. В качестве груза использую старый блютак. Теперь можно и соединить половину фюзеляжа, что я в принципе и делаю. Ну что ж, пока все достаточно неплохо. Шов склейки убрать потом и в принципе достойно. После установки верхней и средней части крыла начали появляться щели, которые очень хорошо заметны и которые недопустимы. Для их удаления использую быстро сохнущую шпаклевку. Очень она мне понравилась, особенно для мелких и точных работ. Носик, синий который, сменный, они продаются отдельно. Поэтому сразу покупайте их большое количество. Засыхает за ночь, после дня работы. И носик этот можно просто выкинуть. Чтобы шпаклевка застыла, нужен акселератор, или ускоритель.
кисточкой с этой жидкостью прохожусь по нанесенной шпаклевке, и последняя сразу застывает. Ее можно обрабатывать. Сразу шлифую. А потом и полирую швы наждачными губками разной грубости. Вот теперь на глаз идеально, но точно проверить можно будет только после нанесения грунтовки, и это далеко потом. С этим местом под остеклением, я впоследствии приду не 1 час, а пока убираю шов. Убитую мной при сочленении частей фюзеляжа расшивку восстанавливаю при помощи только что купленного мной толстого и, самое главное, прозрачного скотча. Он очень удобен для нанесения расшивки. Очень хорошо видно, где делаешь и что делаешь. Шов убрал, расшивку восстановил. Опять же, здесь смотреть буду только после грунтовки. Примеряю остекление кабины пилотов. Ну, на первый взгляд, все неплохо. Бывает гораздо хуже. Вот с этим местом, повторюсь, работы будет много в будущем. Перед склейкой обрабатываю прозрачный пластик спиртом. Приклеивать буду новым для меня клеем. Он прозрачный.
Застывает при помощи, ну потом покажу. Стекло держу в перчатках, чтобы отпечатки пальцев мои не остались. Особенно на внутренних поверхностях. Удалить их потом будет невозможно. Здесь работаю совершенно не спеша, так как клей это позволяет, не застынет. Убедившись, что все ништяк, беру в руки ультрафиолетовый фонарик и свечу на клей. Несколько секунд и клей застывает, не оставляя следов, он же прозрачный. Вокруг остекления наношу шпаклевку, чтобы убрать шов. Здесь нужно действовать очень аккуратно. Самолет на фюзеляже имеет маленькие такие иллюминаторы. Здесь тоже прозрачные детали. Конкретно в этом иллюминаторе стекло утоплено на миллиметр относительно фюзеляжа. Попробую-ка я прозрачный клей и для этих целей, поправить иллюминатор. Его хоть почти не видно, но мне интересно и надо. Наношу клей чуть выше уровня пластика, так как усадка там и еще что-нибудь. И снова фонарь с фиолетовым цветом. И теперь очень нежная полировка. Лучше, чем было, а потом еще пастой полировочной пройдусь. Передняя часть фюзеляжа, откидная часть. Как склеил две половины, показывать уж не стал, не обессудьте. Кладу еще груза, на всякий случай. Проверяю сначала все на сухую, без использования клея. И снова пространство под остеклением. Здесь жесткая ступенька, нужно будет наращивать. Поднимать это место шпаклевкой. 2-3 дня и всего делов. Примеряю левую часть крыла. На нижней плоскости щель до 2 мм. Слава богу, что в одном месте. Приклеиваю. Обрабатывать потом буду. После установки правой части крыла ситуация стала еще более удручающая. Щель на верхней поверхности. На нижней после этого я уже считаю, что почти идеальная. И пока на этом все. Игра только начинается. Зато размер модели очень радует. Модель огромная просто.
больше полуметра и в длину, и в размахе крыла. А на этом все. Готов ответить на комментарии в комментариях к видео. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.